Привет! У меня есть свой замечательный рецепт мяса по-французски, и я готова с вами им поделиться. У меня мясо свинины 700 грамм, нарезанное на вот такие небольшие кусочки. Если у вас мясо говядины, то кусочки должны быть еще меньше. Затем в мясо добавляем чайную ложку без горки соли и треть чайной ложки молотого черного перца. И обязательно в мясо добавляем 100 грамм растительного масла, чтобы наше мясо хорошо промариновалось. Потом все перемешиваем и оставляем на 30 минут. Затем мы берем форму, в которой мы все это будем готовить, и выкладываем мясо так, как показано на видео, чтобы дно формы было полностью покрыто мясом. Затем я взяла одну среднюю луковицу, порезала ее на полукольца. И перед тем, как ее выкладывать на мясо, я ее обязательно разминаю в руках. Это нужно будет для сочности нашего мяса по-французски. У меня заранее было подготовлено 4 больших картошки. На мою форму этого достаточно. Вообще соотношение картошки к мясу берется 1 к 3. 1 слой мяса и 3 слоя картошки. Вот мы натерли нашу картошку и начинаем выкладывать ее вот таким вот образом, как показано на видео. Я выкладываю первый слой картошки, затем я выкладываю второй слой картошки, и только потом я начинаю его подсаливать. Картофель мы натираем на вот такие тонкие ломтики. У меня в этом, видите, есть помощник хороший, такая терка. Если у вас ее нету, то тогда нарезайте вручную на тонкие ломтики. В процессе приготовления картошка даст усадку, и у вас получится очень хорошее сочетание мяса и картошки. Поэтому не переживайте, что картофеля так много. Теперь я выложила заключительный третий слой картошки. Я его подсаливаю и добавляю немножко черного молотого перца. У меня электрическая плита, поэтому я ее выставляю уровень низ и верх на 200 градусов. Теперь нам нужно нашу картошку покрыть тонким слоем майонеза. Наша духовка разогрелась, и теперь мы ставим наше мясо по-французски на средний уровень на 200 градусов на 45 минут. Вот прошло 45 минут, посмотрите, какая картошечка у нас получилась. Так должно быть и у вас. Сейчас мы ее вытаскиваем и начинаем затирать сыром. Теперь остается последний штрих в нашем приготовлении – это сыр. Сыра я беру 300 грамм, у меня сыр моцарелла, и натираю я его на крупной терке. Сыр должен покрывать весь объем вашей картошки. Я переставляю решетку на самый верхний уровень в духовке, оставляю ее также на 200 градусов, ставлю свое мясо по-французски в духовочку и примерно на 10-15 минут, но это вы уже будете смотреть по своим духовкам. Корочка должна запечься равномерно до золотистого цвета. Вот посмотрите, какое красивое и восхитительное блюдо у нас получилось. Оно сочное и очень вкусное, и оно украсит любой праздничный стол. Приятного всем аппетита! А я постараюсь и дальше удивлять вас своими великолепными рецептами. Подписывайтесь на мой канал.